Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас вторая монета, посвященная к столетию Елизаветы II. Это монета от Австралийского королевского монетного двора. РАМ. Ну что ж, приступим к обзору. Здесь вы увидите коробку. На коробке изображены любимые цветы королевы. Тиснение выполнено в фиолетовых тонах и серебряных. Очень красивая коробка. Но, как по моему мнению, монета немножко спорная. Но я думаю, вы сами увидите. Попробую вам передать все это, рассказать. Ну что ж, начнем распаковку самой монеты. Ну, на обратной стороне мы здесь видим данные монеты. $5 австралийских долларов. 999 проба серебра, 1 унция, 40 миллиметров диаметр монеты, пруф, тираж 5000. Дизайнер Stockage. Ну что ж, начнем распакуем. Ну что, сразу такой, скажем так, спорный нюанс. Не знаю, можно ли сказать, что это футляр. Ну, это можно сказать не футляр, потому что сделан он, эта коробка, я скажем так, сделана из картона. На ней нанесен логотип Австралийского королевского монетного двора. Но сама картонка является такая черная, матовая, ничего такого примечательного. Минус, скажем так, этого футляра в том, что монету хранить в этом футляре будет очень тяжело, потому что это есть картон, не является таким как таковым классическим футляром. Это такой, скажем так, первый спорный момент. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, что в середине находится. Так, в середине мы видим у нас брошюры есть. Немножко неудобно брать это все в перчатках. Ну, здесь мы видим тоже также технические характеристики самой монеты, ее тираж и порядковый номер монеты 4436. Подпись директора, исполняющего директора монетного двора Эмили Мартин. Ну, больше особо тут ничего примечательного в этой брошюрке нету. На обратной стороне логотип Silver Proof Coin. Отложим в сторонку. Так. Ну, здесь такая бумажка о благодарности, что купили монету. Ничего особенного. Откладываем в сторону.
Ну что ж, теперь мы видим саму монету в этой картонной коробке. Ложемент тоже выполненный из картона. Ну, немного, так скажем, сэкономили австралийцы на упаковке самой монеты. Картон не лучший вариант для монеты, я так считаю, для ее хранения. Ну, имеем, что имеем. Итак, ну что мы видим? Перед нами, конечно, нумизматический объект. Скажем так, триумф художественной чеканки. Серебряная монета 26 года, выпущена австралийским королевским монетным двором в честь столетия со дня рождения королевы Елизаветы II. Это пруф. 5000 экземпляров всего выпущено на весь мир. Ну что ж, центральным, конечно, элементом композиции является мастерски исполненный портрет королевы, который заслуживает особого внимания. Дизайнером была Стокич, запечатлен Елизавета II в ее классическом благородном образе. Она изображена здесь, вы сами видите, в анфас. Это уже, так скажем, оригинально, потому что обычно все портреты монарха выполнялись сбоку, было видно только монарха, а здесь мы видим анфас. Ну что ж, что еще можно сказать об этой монете? Давайте ее выймем из ложемента. Пока что в сторону ложемент. И взглянем на саму монету. Что мы увидим? Итак, монета является пруфом. Портрет выполнен в анфас. Ну, много было споров по этой монете, критиков, и разные коллекционеры высказывали свое мнение, что как бы этот портрет не удался. Но на самом деле я считаю, портрет выполнен хорошо, качественно. О чем были споры у этой монеты, что монарх Елизавета II немного смахивает на Мисс Даунфайр из фильма. Но я думаю, что все-таки портрет выполнен качественно и красиво. Королева в своем любимом ожерелье. Это ожерелье ей подарил, если я не ошибаюсь, ее отец, король Георг VI. Это ожерелье королева носила очень-очень часто. Это было ее любимое колье. И австралийцы изобразили в этом жемчужном ожерелье королеву. Что мы еще видим на реверсе этой монеты? Королева находится в букетах цветов. Опять-таки розы и золотая акация. Здесь мы вот видим
Розы – это любимые цветы королевы. Ну, золотая акация – это символ Австралии. Что еще можно сказать? Это ожерелье у королевы, она его носила фактически на протяжении всей своей жизни. Это очень такое примечательное ожерелье. Очень тонкий такой чекан монеты самой. Розы видно, как они на свету переливаются. И золотая акация. Над ее головой расположена королевская монограмма, увенчанная короной святого Эдуарда, ну, что завершает образ монарха как символа стабильности и преемственности. Ну, золотая акация – это национальный цветок Австралии. Наверное, символизирует неразрывную связь монарха с этим государством. Потому здесь изображена, я так думаю, акация золотая. Очень красивый портрет тоже. Ну, видите, австралийцы почему-то шли от стандартного изображения. Я так думаю, они хотели изобразить королеву такой, как большинство англичан ее запомнили, такой своей женщиной, которая, скажем так, несла не только службу Великобритании на себе, но и была женщиной, что ей ничего не чуждо, какие-то людские свои слабости, что королева не только выполняла свои государственные обязанности, но и имела женские слабости, то есть любила цветы, в данном случае розы мы видим. Хорошо выполнен портрет. Мы также видим, как проработана кожа монарха, волосы ее. Также четко видно Черное озеро. Это пруд. Ну что ж, мы посмотрели реверс. Теперь перейдем к аверсу. Ну, на аверсе, как обычно, изображен Чарльз III. Надпись Австралия 2026, $5 австралийских. Ну, вот тут можно сказать немножко, ну, как на меня. Австралийцы немножко так с матовостью перестарались, фактически исчезает фактура. Она есть, но ее просто из-за вот этой матовости немножко плохо видно, эту фактуру. Нужно присматриваться под увеличительным стеклом, чтобы хорошо рассмотреть фактуру портрета. Тут это тоже так немножко с моей стороны спорный вопрос. Если на канадских монетах и английских там матовое изображение, оно, ну, скажем так, все равно видно все детали, то здесь матовость немножко скрыла детали портрета. Ну, пруд, конечно, выполнен качественно. Вы видите, темное озеро шикарное и сам портрет.
Что еще примечательно для этой монеты? Ну, гурт тут, как всегда, у нас мы видим классический, ребристый. Что еще подчеркивает редкость этой монеты. В одной монете мы видим сразу двух монархов. Чарльза III и королеву Елизавету II. Еще и выполненную не в профиль, а в анфас. Таких монет, ну не знаю, наверное, уже мы не встретим с такими двумя изображениями. Все монетные дворы, я думаю, отдают уже последнюю дань королеве Елизавете II. Еще раз гляните на реверс монеты. Красивое исполнение портрета в цветах. Мы видим, как переливаются цветы. Ну что ж, положим монету в ложемент. Ну, что еще можно о монете сказать? По некоторым данным, что эксперты и нумизматические критики очень исключительно оценили ценность этого выпуска. Особенно искусствоведы отметили, что дизайнер Стокич продемонстрировал редкий баланс между традиционным имперским стилем и современной эстетикой. По мнению экспертов из нумизматических изданий, использование портрета работы Даниэля Торна на аверсе мы видели, и мемориального реверса Елизаветы II, который мы сейчас видим, делает эту монету важнейшим переходным артефактом десятилетия. Ну, как я и говорил, что больше мы таких изображений уже, где два монарха сразу на одной монете, мы уже не увидим, наверное. Потому что все монетные дворы уже закрыли эту тему. И, я думаю, еще как минимум на лет 50 уже мы Елизаветы II и Карла или Чарльза III мы вместе не увидим на одной монете, чем эта монета и редкостная. Ну что ж, закроем коробку. Надеюсь, монета вам понравилась. Попробую вам передать ее красоту. Ну, я говорю, меня расстроила сама коробка. Монета, конечно, красивая, но коробка выполнена, так скажем, из картона. Как говорится, немножко австралийцы продешевили. Ложим назад наши брошюрки, закроем. Ну что ж, не буду затягивать видео. Подписывайтесь на канал. Скоро будет третье видео. Там мы увидим монету от австралийского двора Перта, тоже посвященную к столетию королевы Елизаветы II. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем удачи!